Готовлю простое мягкое печенье на кефире без яиц. Готовится очень просто. Использую чашку объемом 300 мл, полстакана кефира, а у меня это 150 мл скисшего молока. Оно даже немножко горчит, но это не страшно. Главное, запах не прогорклый. 3/4 стакана сахара, это 200-220 грамм. Щепотка соли, половина чайной ложки соды. Все смешиваю и даю постоять минут 5-10. На поверхности появилось много пузырьков, сода работает. Сахар за это время растворился. А вы на канале готовим с вами вместе. А теперь добавляю муку. 2,5 стакана, а у меня это 500 грамм. В мою чашку 300 мл помещается 200 грамм муки. Добавляю и перемешиваю. Теперь добавляю 2/5 стакана растительного масла без запаха. У меня это 120-130 мл. Еще решила добавить 3 столовые ложки кокосовой стружки, а для аромата ваниль или пакетик ванильного сахара. Все перемешиваю ложкой до однородности. Тесто легко перемешивается. Долго не перемешиваю, смешалось и готово. Ложкой делю тесто на 2 равные половины и одну из них перекладываю в другую миску. И к ней добавляю 1 столовую ложку какао. Смешиваю тесто с какао сначала ложкой. А когда становится неудобно, тогда рукой. Просто смешиваю до однородности. А ко второй части теста добавляю 1 столовую ложку муки. И точно так же перемешиваю до однородности. Оба теста, как молочное, так и шоколадное, получаются мягким. Каждому тесту придаю форму толстеньких колбасок. Беру молочное тесто, отрезаю от него вдоль половину и эту половину раскатываю в колбаску. Нарезаю на кусочки и каждый кусочек скатываю в шарик. Противень застилаю силиконизированным пергаментом и на него выкладываю молочное печенье. С шоколадным тестом поступаю точно так же. Толстенькую колбаску разрезаю вдоль, часть раскатываю в колбаску, нарезаю кусочками, скатываю каждый кусочек в шарик и отправляю на противень. Так получается 2 вида печенья – молочное и шоколадное. А теперь оставшуюся шоколадную колбаску опять разделяю вдоль пополам, точно так же и белую. Скатываю в аккуратные колбаски оба теста. Укладываю рядышком и сразу вместе нарезаю на кусочки. Получается кусочек 2 цветов. И двухцветный кусочек теста скатываю в шарик. Белое, шоколадное и печенье 2 цветов отправляю в духовку при температуре 180 градусов минут на 15-20. А теперь оба оставшиеся кусочка теста опять катаю в аккуратные колбаски и переплетаю между собой. Получается двухцветный жгут. И просто этот жгут нарезаю на кусочки. Получаются вот такие двухцветные подушечки. А первая порция печенья уже готова. Она у меня пеклась 17 минут при 180 градусах. Чтобы печенье не получилось сухим, передерживать в духовке его не стоит. Вторая порция печенья тоже готова, тоже 17 минут. Дно печенья зарумянилось и печенье готово. Получилось более 40 штук мягкого, молочного и шоколадного печенья. Это печенье вкусно кушать и с молоком, и с кефиром, и с чаем. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!